12 февраля, и сегодня первый день каникул. Я прям очень сильно ждала этих каникул, потому что в этом году из-за онлайн-обучения нам продлили первый семестр, и, соответственно, каникулы тоже сдвинулись. Получается так, что мы закончили семестр и сразу же начали второй. И это сложно. Уже прошла, мне кажется, неделя, если не 2, второго семестра. Я хочу провести продуктивно эти каникулы, поэтому у меня есть определенный план. К тому же, сразу же после каникул, даже в первую неделю, у нас уже есть предвиденные работы, тесты и так далее. Поэтому я хочу подготовиться, и на каникулах я буду заниматься так и школьными предметами, например, физикой, математикой, польским, но также хочу начать учить, например, астрономию. Я очень давно этого хотела, анатомию тоже этого очень давно хотела. Скачала книги, и у меня теперь есть почему заниматься, поэтому я начну заниматься на этих каникулах. Вот. И к тому же у меня будет свое расписание плюс-минус. Я смогу его сама составлять задачи, поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Помимо своих задач, которые я себе поставила, а именно сегодня я хочу начать астрономию, также сделать небольшой себе тестик по английскому, по какой-то небольшой части грамматики английского языка, и польский. Хочу начать учить, грубо говоря, информацию по книге, которая у нас будет тест сразу после каникул. Помимо этих задач, на 12:15 я иду на танцы. Сегодня у меня 2 тренировки кей-попа, так что вот такие планы. На часах 7:14, и я, пожалуй, почитаю книженцию пока что. Я достаточно давно начала, но из-за школы я не читала долго, в общем. «Руководство астронавтов по жизни на Земле». Очень интересная книга, и даже в начале у меня уже много стикеров, потому что много вдохновляющих разных фразочек, моментиков, вот, поэтому я много чего отмечаю. Я уже пришла на занятия, сегодня у меня такая форма. Вот, я немножко опаздываю, потому что автобус. Вот, так что я беру воду и заберу документы и бегу на тренировку. Oh,
кажется, час назад пришла домой. Я уже успела сходить в душ и выложить сторис с танцами. Подписывайтесь на мой инстаграм. Сегодня был достаточно энергичный второй час. Первый час он был такой нежненький, немножко девчачий. И второй час был какой-то очень энергичный, но в принципе было проще, потому что мы повторяли, отрабатывали ту связку, которую учили перед этим, неделю назад. Вот. Но сейчас я пойду приготовлю себе чай и буду садиться за астрономию. Заодно покажу вам, по каким книгам я занимаюсь и на которых я буду, собственно, опираться при изучении там астрономии, анатомии. Так что будет интересно. Подробно о приложениях, я думаю, я как-нибудь сниму об этом видео, но сейчас мы заходим в программу Killa Notes, которую у меня, видите, тут все. Здесь у меня находятся разные папочки, и сначала начнем с астрономии, и у меня она называется Space, потому что я не знала, как назвать, потому что здесь не только астрономия, я так думаю, то есть здесь такие книги, но здесь, собственно, Notes. Я буду опираться сначала на вот эту книгу Universe The Definitive Visual Guide, как-то так, вот, и здесь у нас, посмотрим в Contents, What is the Universe, The View from Earth, в общем, The Big Bang, вот, и дальше у нас идет The Solar System, The Sun, планеты наши, кометы, также спутники, The Milky Way. В общем, изначально я буду начинать именно с этой книги и буду опираться сначала именно на нее. Ну, в общем, здесь вот так вот все красочно, поэтому я решила начать именно с нее. Также у меня есть книга от Ричарда Феймана, я надеюсь, я правильно произнесла, Six Easy Pieces. Introduction to Cosmology, то есть введение в космологию. Turn Left at Orion, это как ориентироваться по небу, эта книга, по идее, должна помочь. Astronomy a Self-Teaching Guide, такая книженция. И последнее, что у меня есть на эту тему, это Physics of the Impossible, то есть физика невозможного. С конспектами, где я буду писать, я решила писать на черной бумаге, вот, в точку, чтобы это было как-то в тему, вот. Кратко расскажу про анатомию. Здесь у меня тоже This Definitive Visual Guide, и почему-то у меня их две версии, но какая-то из них просто, наверное, подобная. Atlas of the Human Anatomy и Gray's Anatomy for Students, вот, как-то так. И также у меня есть книги по математике, Mathematical Methods for Physics and Engineering и Alex Adventures in Numberland. Вот. Я решила именно... Я давно хотела начать изучать всякие такие предметы, которые меня интересуют, вот, и решила я скачать книги именно на английском. Во-первых, это очень хорошая практика английского языка, также выписываю неизвестные слова, потом добавляю их в Quizlet, и, в общем, учу их, и вообще замечательнейший словарный запас пополняю, вот. Ну и плюс это как-то что-то новое, да, вот. Такой некий челлендж для меня, вот. Так что у меня разряжается камера.
11, и я уже, наверное, буду готовиться ко сну. На самом деле я немного сделала, и я не сделала все свои планы, но для меня самое главное это сон на каникулах. Я хочу уделить больше времени сну и отдыху, чтобы спать полные 8-9 часов, сколько мне понадобится, чтобы я не чувствовала того недосыпания, которое я чувствую в основном в школьное время. И я очень сильно постараюсь на этих каникулах восстановить этот режим. И, собственно, чтобы потом в школьное время мне не было проблемы со сном, чтобы я успевала все сделать и перед школой, например, сделать какую-то тренировку или что-нибудь подучить, повторить, но и чтобы я засыпала приблизительно в 10, в 10:30, потому что в последнее время я засыпаю, как правило, в 12, засыпала в школьное время последний месяц, я засыпала где-то в 12, в час, а бывало такое, что я засыпала даже в 3 и в 4, вот, поэтому я налаживаю всю эту ситуацию, и надеюсь, мне это получится сохранить в школьное время, вот, поэтому я сейчас быстренько вам покажу, что я сделала по астрономии, если честно, я немного успела, сделала очень-очень много, но на самом деле для меня самое главное качество и словарный запас. Я достаточно много выписала слов, которые я уже завтра добавлю в Quizlet и буду тренироваться. В общем, завтра я буду продолжать. Я, если честно, поставила себе такую, небольшую цель. То есть, как каникулы, я хочу пройти Introduction. Здесь у нас what is the universe, то есть radiation, gravity, space and time, потом beginning, end of the universe, the Big Bang, потом у нас идет the view from Earth, всякое такое, telescope astronomy, я надеюсь, я правильно сказала, setting up a telescope, astrophotography, и, собственно, после каникул, я надеюсь, во время школы у меня получится это все продолжать. И я уже пойду по Guide to the Universe, то есть Solar System, Солнечная система, The Milky Way и Beyond the Milky Way. Вообще, при всем таком обучении и также изучении физики, чтении каких-то книг по физике, математике, астрономии, анатомии и всякое такое, для меня самое главное, чтобы учить новые слова, понимать структуру предложений, и чтобы я понимала, в принципе, употребление, замечала употребление времен в английском языке. И, конечно же, для меня самое главное, вот самое первое, это чтобы я понимала, что читаю. Как правило, я это все разбираю абзацами, читаю абзац, выписываю неизвестные слова, пишу перевод, узнаю перевод, и потом выбираю самое главное и пишу в конспект. Поэтому у меня, собственно, очень медленно движутся дела, и я очень медленно пишу конспекты. Ну и признаюсь, что сегодня я достаточно много отвлекалась. Завтра у меня будет немножко легче день и больше времени, потому что завтра у меня нет танцев, и завтра полностью мой день, и если я просто завтра рано, я очень постараюсь это сделать, вот. Если я завтра проснусь рано, то у меня будет вдвойне больше времени, так что я смогу сделать больше, возможно, вот, и уделить чему-то больше внимания. Поэтому сегодня я позанималась только астрономией, собственно, немножко. Я могу назвать то, что я также позанималась английским, потому что я узнала много английских слов. В общем, да, завтра я выпишу, собственно, неизвестные слова с сегодняшнего дня в Quizlet, буду заниматься и также продолжать всю эту тему вот, по учебнику. Скажу честно, что я достаточно уже устала, потому что сегодня были достаточно сложные и быстрые хореографии на танцах. Поэтому физически сегодня у меня была нагрузка. Также я утром делала растяжку, это тоже нагрузка. Также меня безумно радует, что я сегодня все-таки начала
учить астрономию, и также сделала это вместе с вами. Один пункт я уже выполнила, начала. Вот, соответственно, я буду стараться это все поддерживать, и каникулы мне в помощь, потому что нету школы, нету какого-то определенного расписания, какой-то дополнительной нагрузки, вот, и я расписание абсолютно строю сама себе. Сегодня был мега позитивный день, и я даже могу его назвать продуктивной, несмотря на то, что я достаточно мало выполнила дел, но я получила кайф, и сегодня был первый день каникул. Вот и прошел первый день каникул, и я безумно рада, что провела его именно так. Я сегодня делала абсолютно те вещи, которые мне нравятся, от которых я получила кайф и получила удовольствие. И на этой позитивной ноте я закончу это видео. Спасибо огромное за просмотр. Я уже пойду готовиться ко сну и ложиться спать, чтобы завтра быть тоже такой же продуктивной. Помните то, что самое сложное — это начать и поддерживать процесс, то есть не останавливаться. Вот, того желаю, получайте кайф от того, что делаете, будьте мотивированы, черпайте эту мотивацию, никогда не останавливайтесь, просто делайте то, что вам нравится, и вы просто кайфуйте от своего дела. Это самое классное в жизни, по моему мнению. Я сегодня мега круто провела день и очень-очень рада, что у меня получилось запечатлеть это и также поделиться этим видео. Спасибо большое за просмотр и пока! Мечтайте, действуйте, и ваши мечты обязательно сбудутся. Классная фраза, нет?